Всем привет! За последний год количество так называемых иностранных агентов, нежелательных организаций в нашей стране по версии ее властей выросло по некоторым категориям на порядке. Совсем недавно, например, иностранным агентом признали телеканал «Дождь». И этот тренд только продолжается. Так называемые враги государства, враги народа и иностранные агенты, кто они такие сейчас в России, какими они были в других государствах и в другое время, как, например, изменились эти понятия с первой половины прошлого века. Об этом и не только я и хочу поговорить сегодня. Еще тогда, перед самым началом Второй мировой войны, враги народа и враги государства, нежелательные элементы и своего рода иностранные агенты имели место быть. Правда, по версии режимов, признанных мировым сообществом преступными. Знаете ли вы, как, например, власти в гитлеровской Германии боролись с инакомыслием? Телевидения в таком виде, в котором оно существует сейчас, тогда еще не было, как не было и интернета. Роль телевидения в те времена играло радио, а роль интернета – печатная пресса. После прихода нацистов к власти они взялись за печатные издания и за радиостанции, запретив все остальные партии, кроме партии власти, а также организации, кроме провластных, и объявив их всех врагами. Нацисты запретили газеты, выпускавшиеся принадлежащими этим партиям и организациям типографиями. Печатные станки изымались. Радио также было взято под контроль. В итоге в стране не осталось иных средств массовой информации, кроме провластных, руководители которых каждое утро собирались в Министерстве пропаганды, где получали указания, какие новости печатать, а какие нет, как озаглавливать материалы и как их подавать, какие темы свернуть, а какие наоборот развернуть. Где-то это я уже слышал. Это было более 80 лет назад, когда мир стоял на пороге самой большой, самой ужасной катастрофы в истории человечества. Нацисты, устроившие самую большую мировую катастрофу, наверное, первыми поняли, что тот, кто владеет средствами массовой информации, тот владеет миром. Но что сейчас, спустя столько лет? Судя по всему, где-то на этой планете похожий прием снова берется на вооружение. Закон об иностранных агентах, направленный против нацистской пропаганды, так называемый закон ФАРа, был принят в США в 1938 году, но с тех пор он претерпел серьезные изменения, об этом немного позже. Сейчас же, спустя почти век, такие понятия, как нежелательные организации и иностранные агенты, обретают реальность в России, правда, в несколько извращенной форме. Иностранные агенты и нежелательные организации такие статусы получают в последнее время как некоммерческие организации, СМИ, так и отдельные физические лица, журналисты. Как и тогда, в прошлом веке, в одной из европейских стран, в России с новыми силами за средства массовой информации и за поиски иностранных агентов, за врагов государства взялись именно сейчас, перед парламентскими выборами. А не за горами, кстати, уже и президентские выборы 2024 года. Не будет ошибкой сказать, что идет тотальная зачистка информационной среды, когда клеймо иностранного агента или нежелательной организации ставится на тех, кто честно и открыто доводит правдивую информацию до общества, чья точка зрения отличается от точки зрения текущей власти. И это все продолжение тренда, взявшего свое начало еще в 2001 году. Судя по всему, реальные рейтинги руководства падают весьма стремительно. Власть принялась зачищать информационное поле, пытаясь уничтожить любую независимую точку зрения перед грядущими выборами. Когда уничтожить ее сразу и наверняка не получается, приходится навешивать клеймо иностранного агента на организацию, на СМИ и на журналистов. И все бы ничего, это своего рода знак качества, но вот только издержки большие. Некоторые СМИ, которым навешан такой ярлык, просто закрываются, другие продолжают работать, лишившись своих рекламодателей. Они несут убытки, из таких СМИ уходят журналисты. Пропаганда, правда, пытается оправдаться и сравнивает российский закон об иностранных агентах с аналогичным законом ФАРа в США. Вот только нести херню с телеэкрана и срать на мозг зрителям нашим пропагандонам не привыкать.
Закон об иностранных агентах, направленный против нацистской пропаганды, так называемый закон Фара, был принят в США в 1938 году, практически перед самой Второй мировой войной, когда нацистский режим активно занимался продвижением своих интересов в Штатах и, например, пытался сформировать и подогреть изоляционистские настроения в США, дабы не допустить вступления американцев в войну, в целях чего он активно финансировал своих агентов влияния в Штатах. Для борьбы с этим влиянием и был принят закон Фара, но с тех пор закон этот претерпел серьезные изменения. В российском же законодательстве понятие «иностранный агент» появилось в 2012 году, когда наш Путин вернулся обратно в свое кресло, поменявшись во второй раз должностями с Медведевым. Тогда эта рокировка была встречена массовыми протестами, ужесточением репрессий, давлением на СМИ. Принятый закон, который вносил изменения в законодательные акты, регулирующие деятельность НКО, выполняющих функции иностранного агента, был одним из ответов власти на протесты. Именно тогда были внесены изменения в закон о некоммерческих организациях, в который было добавлено положение, определяющее, в каком случае НКО признается иностранным агентом. То есть причина появления этого закона в России внутренняя, связанная с решением проблем гражданского недовольства внутри страны и перспективой потери власти. Так, ну а теперь посмотрите, какие противоположные изначально причины и цели появления этих двух законов в США и в России. Власти США в 1938 году принимают закон об иностранных агентах в ответ на нацистскую угрозу и пропаганду, то есть цель внешняя угроза. Власти России в 2012 году принимают закон об иностранных агентах в ответ на гражданское недовольство внутри страны и угрозу потери власти. Цель явно не внешняя, цель внутренняя. После изменения закона в США в 1966 году понятие иностранного агента там сужается, а в России же, наоборот, только расширяется. Почувствуйте, как говорится, разницу. Отличие закона об иностранных агентах США от российского закона в том, что в США правительство, например, должно доказать то, что лицо действует по приказу, просьбе, под руководством или контролем иностранного руководителя, и доказать, что это лицо занималось политической деятельностью для или в интересах такого иностранного руководителя, в том числе посредством представления интересов такого иностранного руководителя перед любым агентством или должностным лицом правительства Соединенных Штатов. В то время как в российской версии закона фактически бремя доказывания того, что ты не верблюд, как говорится, то, что ты не иностранный агент, ложится на того, кого таким иноагентом признал Минюст. Российское законодательство в этой сфере и американский закон об иностранных агентах не имеют ничего общего, разве что только пару схожих слов – иностранные агенты. Так, в США закон предусматривает регистрацию в качестве иностранных агентов представителей правительств других государств и представителей политических партий, продвигающих интересы своих, так сказать, нанимателей. Такие лица и организации проводят встречи с американскими конгрессменами и чиновниками. Они ведут распределение финансовых средств в интересах своего государства либо партии. При этом обязательным признаком иноагентства в США должно быть именно прямое влияние на принятие государственных решений и действия в интересах иностранного государства либо партии, и обязательно по их указанию, под их контролем или по их запросу. В случае, если в США действие лица происходит не в интересах иностранного государства либо партии, но оно каким-то образом пытается влиять на принятие политических решений, то данное лицо должно внести себя в реестр уже лоббистов. Ну а лоббизм в США, кстати, разрешен и урегулирован законодательством. В США большинство иностранных агентов регистрируются в таком качестве самостоятельно. Очень редко, когда Минюст США вносит решение, которым обязывает произвести такую регистрацию. Такой случай произошел в 2018 году с компанией Rio Global, которая производила контент для российского государственного агентства «Спутник», занимающегося пропагандой и которая действует в интересах государственной России сегодня, которая по заявлениям ее начальника Маргариты Симоньян выполняет поставленные государством задачи. Тут все ясно. Работаешь на государственную структуру другой страны, которая продвигает интересы своего государства,
транслируя точку зрения российского правительства. При этом получаешь за это деньги от государственных структур этой страны. Добро пожаловать в реестр ФАРа. Но для внесения, например, РИА Глобал в реестр иностранных агентов США, Минюсту штатов пришлось собрать и предъявить доказательства на 10 страницах, при этом штраф на компанию наложен не был. На данном примере показано, как решение американского Минюста по иностранным агентам отличается от решений российского Минюста, поскольку в решениях российского Минюста не ясно, что именно принимается за политическую деятельность и по каким причинам накладываются штрафы. С доказательствами особо никто не заморачивается. При этом уголовная ответственность в США для иностранных агентов наступает только в тех случаях, если они, например, добивались выдачи политических иммигрантов в Китай, проводили встречи с высокими чинами в целях убедить их прекратить преследование иностранных компаний, либо же если они в целях избежания регистрации в качестве иностранного агента давали взятки на многие миллионы долларов. В России же, на мой взгляд, все сильно размыто и извращено. Многие пункты и статьи российского закона об иностранных агентах имеют расширительное толкование. Это попросту резиновый закон, что не мешает, правда, некоторым чиновникам и пропагандистам сравнивать российский закон с американским. В России тебя могут признать иностранным агентом, наверное, даже из-за простого доната на 10 центов, никак не связанного с правительством иностранного государства или с политикой. При этом ты не обязательно должен заниматься политической деятельностью и добиваться каких-либо уступок для иностранной компании или иностранного правительства. Тебе даже не нужно встречаться в уютном кафе за чашечкой кофе или бокалом вина с чиновником и обсуждать с ним продвижение интересов иностранного государства. Нет, все это не обязательно. Достаточно просто иметь сколько-нибудь большую аудиторию и независимую точку зрения, высказываться публично и честно освещать происходящее вокруг. Российским версиям иноагентов, в отличие от американских версий, запрещается заниматься политической деятельностью. В России сотрудничество с иностранным агентом будет иметь малоприятные последствия. Так, например, сотрудникам, которые работают в компании, признанной иноагентом, в своих социальных сетях и в переписке с госорганами необходимо указывать то, что они работают у иностранного агента, а в случае расценивания их сообщения политическим, такие лица могут получить статус кандидата, аффилированного с иностранным агентом. Еще один момент. На сегодняшний день в реестре российского Минюста числится 119 активных записей об иноагентах. Если учесть, что закону 9 лет, то в среднем получается, что реестр иноагентов в России пополнялся на 13 лиц в год в среднем. В реестре Минюста США за 82 года существования закона на данный момент имеется 491 активная запись об иностранных агентах. Получается, что за эти 82 года существования закона ФАРа в США ежегодно этот список в среднем пополнялся на 5 активных лиц. Внятной процедуры выхода из статуса иноагента в российском законе не прописано. По-моему, еще никто никогда не распризнавался иностранным агентом в России, или я ошибаюсь? В США, например, в реестре ФАРа за все время существования закона было сделано более 6000 записей. Но внятно прописанная и работающая процедура выхода из реестра оставила в нем всего 491 активную запись. Полный абсурд, но в списке иностранных агентов в России попадают такие мало чем связанные с политикой организации, на первый взгляд, как «Насилию нет», «Мы против СПИДа», благотворительный фонд «Свеча», а также Альянс врачей. Я уже не говорю об организациях, которые занимаются защитой прав граждан и рассказывают о коррупции в нашей стране. За последнее время статусы иностранных агентов также получают то одно, то другое из немногих оставшихся живых независимых СМИ, такие, например, как «Медуза», «Ви-Таймс», «The Insider», телеканал «Дождь». Вполне очевидно, что власти пытаются зачистить все информационное пространство в условиях, когда реальные рейтинги дедушки падают. Когда на носу выборы, а на горизонте еще и президентские или путинские. Когда большинство граждан уже понимают, что 20 с лишним лет застоя, деградации и дрейфа в сторону Северной Кореи – это уже слишком.
Но меня никак не оставляет мысль, что там, во власти, все те, кто считают себя великими победителями, героями вне времени и пространства, действуют по методичкам тех самых побежденных. У меня на сегодня все. Это была моя точка зрения, соглашаться с ней или нет, решать, как всегда, вам. А пока ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на мой канал. Здесь вас никто не обманет.